Что происходит в Авдеевке и почему у России получилось ее оккупировать? На теле Алексея Навального обнаружили синяки, а российский пилот направил подбитый самолет на дома мирных жителей. Подробности об этом и не только вы узнаете в сегодняшнем выпуске. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости. Уже сутки, как Россия контролирует Авдеевку. Почему оккупанты смогли захватить город? Авдеевку надо будет возвращать точно так же, как любой другой населенный пункт Украины, независимо от того, что Россия на самом деле не захватывает населенные пункты. Давайте не забывать это. Россия на самом деле уничтожает населенные пункты. На теле Алексея Навального обнаружили синяки. Они задолго до смерти планировали обменять. Что скрывают кремлевские власти? В течение многих месяцев, даже почти больше года, длились переговоры об обмене Алексея Навального. Были очень сложные переговоры, в которых участвовали и американцы, и немцы. Крупнейший в Европе производитель боеприпасов откроет в Украине завод. Я уверен, что этот объект, если по правильному я бы это делал, то я бы его закопал бы в землю. То есть либо в горы, либо глубоко под землю. Добрый вечер, дорогие зрители! Не забывайте лайкать, а также комментировать наши выпуски. Ваши комментарии дают нам мотивацию работать, а главное – доносить людям правду. Перейдем к новостям. Уже сутки, как российская армия контролирует Авдеевку. Институт изучения войны разобрал ситуацию. По их словам, у оккупантов было преимущество в воздухе. Это позволило их наземным войскам продвигаться быстрее в последние дни боев. Способность России наносить массированные удары в течение нескольких дней на наиболее активной части линии фронта позволяет предположить, что украинские силы не смогли помешать им в доступе к воздушному пространству вокруг Авдеевки, и российские войска, вероятно, воспользовались этим превосходством в воздухе, с которым стало легче захватить большую часть города. По данным ICV, более 60 фугасных бомб выпустили россияне по позициям ВСУ за последние сутки. А по словам украинского солдата, выпущенных бомб за последние дни было около 500. С начала прошлого года оккупанты наращивали удары такими бомбами по всему фронту. Но в Авдеевке это первый случай их использования для поддержки пехоты. Если уже с политической точки зрения смотрел, я бы не оценивал это, Авдеевка или там Бахмут или что-то другое. Все это факты войны, не более того. И буду делать отсылку к словам и господина Сырского, и господина Умерова о том, что понятно, Авдеевку надо будет возвращать точно так же, как любой другой населенный пункт Украины, независимо от того, что Россия на самом деле не захватывает населенные пункты. Давайте не забывать это. Россия на самом деле уничтожает населенные пункты, и когда там полностью все разрушено, когда нету естественных возможностей проводить оборонительные действия, то, конечно же, Россия туда может зайти. Но это все временное явление. Одна из главных причин захвата Авдеевки – недостаток артиллерии у ВСУ. На фоне этих новостей Дания решила передать Украине всю свою артиллерию. Также премьер-министр страны призвала европейские страны передать Украине свои средства ПВО и боеприпасы, поскольку она сейчас нуждается в них больше. Украина у нас просит боеприпасы и артиллерию сейчас. Мы, Дания, решили передать Украине всю свою артиллерию. Поэтому извините, друзья. В Европе есть военное оборудование. Это вопрос не только производства. У нас есть оружие, боеприпасы, системы ПВО, которые мы пока не используем. Их надо передать Украине. Крупнейший в Европе производитель боеприпасов Rheinmetall откроет в Украине завод. Меморандум о создании предприятия был подписан во время Мюнхенской конференции. Планируется, что завод будет производить шестизначное количество снарядов в год. Как будет выглядеть и где располагаться, пока не ясно. Эксперты предполагают, что рассматривается строительство завода под землей. Я уверен, что этот объект, если по правильному я бы это делал, то я бы его закопал бы в землю. То есть либо в горы, либо глубоко под землю. То есть, в принципе, есть опыт метростроевцев наших. Например, в Киеве метро Арсенальное 100 метров вглубь. Никакие Искандеры и не страшны. Российский пилот направил подбитый самолет на село, где жили мирные люди. Как сообщали ВСУ, 17 февраля были сбиты 3 российских истребителя. Пилот одного из них намеренно направил падающий борт на село в Луганской области. Самолет был і летить, он падає у нас. Ще й на вулицю де-то. І дерево горить, да?
Количество погибших и раненых неизвестно, однако по сообщениям жителей села Дьяково они видели, как самолет убивает гражданских. На теле Навального обнаружены синяки от судорог и непрямого массажа сердца, рассказал источник «Новой газеты Европа». Тело политика находится в морге больницы Салихарда. По состоянию на 17 февраля вскрытие не проводилось. По сообщению источника, местным патологоанатомам запретили его делать. Как сотрудник скорой с довольно большим стажем могу сказать, что такие повреждения, как описывали их те, кто видел, появляются от судорог. Человек бьется в конвульсиях, его пытаются удержать, а судороги ведь бывают очень сильными. Вот кровоподтеки и появляются. А еще говорили, что на груди у него тоже синяк имеется. Но такой, который появляется в связи с непрямым массажем сердца. Накануне смерти Навального обсуждался его обмен. Переговоры вели Россия, Германия и США. Политик мог вот-вот выйти на свободу. Как пишет Бильд, дипломатические контакты действительно были. Путин хотел обменять оппозиционера на арестованного в Германии российского агента Вадима Красикова. В течение многих месяцев, даже почти больше года, длились переговоры об обмене Алексея Навального. Это были очень сложные переговоры, в которых участвовали и американцы, и немцы, потому что предполагалось менять на берлинского киллера Виктора Красикова, того самого, которого Путин упоминал в разговоре с Такером Карлсом, и тогда он де-факто предложил его обменять на Ивана Гершковича. И сейчас можно уже об этом говорить, что поскольку эти переговоры велись давно, то когда Ивана Гершковича арестовали, я, конечно, восприняла, что это вот как будет Иван Гершкович как замена Навальному, потому что американцы будут пытаться прежде всего обменять своего гражданина. С разных источников, подчеркиваю, с разных источников, я не могу гарантировать справедливость всех этих слухов. Я, к своему удивлению, узнала, что переговоры были очень близки к завершению. Они велись через тех людей, которых обычно ведутся такого рода переговоры, и также через арабов, которые вообще стали главными посредниками. Если я не ошибаюсь, это были ОАЕ. Соответственно, Красикова должны были вывести в ОАЕ, туда же должны были вывести Навального. Это должно было свершиться чуть ли не через неделю. Много вопросов и несостыковок возникает в голове. Ясно одно, что в ситуации со смертью политика Кремль пытается что-то скрыть. Некоторые источники говорят о том, что Алексей мог умереть раньше. Осужденный из колонии ИК-3 сообщил «Новой газете», что непонятный кипиш начался еще 15 февраля, за день до официального объявления о смерти Алексея. Нас заперли по баракам, предупредили, чтобы не было никаких движений между бараками и усилили охрану. Так что на улицу и нос было не высунуть. Было слышно, как на территорию зоны поздним вечером и ночью 3 раза заезжали какие-то машины. Но какие именно, в окошко не разглядишь. Источник добавил, что о гибели Навального в колонии узнали около 10 часов утра. При этом у ЕПКТ, где содержался политик, не было никаких машин скорой помощи. Неотложка появилась уже после сообщения о смерти. Я думаю, что Навальный умер гораздо раньше того времени, которое объявили. Скорее всего, еще вчера вечером. А иначе зачем надо было запирать нас наглухо в бараках, а утром устраивать шмон? В то же время акции памяти Навального начали устраивать как по всему миру, так и в России. За последние 2 дня на них было задержано около 400 человек. По подсчетам правозащитников, задержания были в 36 городах. Больше всего в Санкт-Петербурге. Там арестовали 147 человек. По данным ОВД-Инфо, при задержании сбили как минимум 1 человека. Фиксируются и другие нарушения со стороны силовиков. В частности, в одном автозаке удерживали больше 50 человек. Жестокие кадры задержаний публикуют телеграм-каналы. Стой! Хорошо, стой! Что вы делаете? К 1937 году Россия стала как никогда ближе. В Туле силовики ворвались в культурный центр «Типография», где проходила вечеринка про любовь, открытость и сексуальность. Участники мероприятия рассказали, что силовики положили их лицами в пол, после чего начали фотографировать и собирать личные данные. «Осторожно, новости» опубликовала видео, на котором силовик бьет по голове мужчину, который лежал на земле и не сопротивлялся. Я встану. Давай, встану. Участников вечеринки мужского пола, которые, по мнению силовиков, выглядели слишком женственно, задержали и составили на них протоколы о так называемой ЛГБТ-пропаганде.
Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев и лайков. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы всегда оставаться в информационной повестке. А также подписываться на нас в других социальных сетях. Telegram, Twitter или же TikTok. До встречи в следующих выпусках.